социальная ответственность и экология – это важнейшие сейчас проблемы, важнейшие направления развития, без которых мы, человечество, Homo sapiens, просто не сможем выжить. Сегодня я слышал во время телеинтервью, что многие не хотели говорить о проблемах, хотели говорить о решениях, но если не говорить о проблемах, то непонятно, что мы должны решать. И мы все, как земляне, жители Земли, которые, по сути, взяли на себя управление, возглавили всю планету, должны знать, в каком состоянии наше хозяйство находится. А состояние довольно тяжелое. Примерно половина лесов уже истреблена. Очень многие почвы, замечательные почвы, такие как есть на Кубани, в Краснодарском крае, они лишены, истощены, лишены плодородия. Мы даже умудрились океаны на 80% испачкать, загадить, я бы сказал, более грубо, пластиком. И сейчас едим рыбу и морепродукты, которые потребляют этот пластик, который в микровиде уже проникает повсюду. И это все уже доходит и до Антарктиды. Я знаю об этом конкретно от посла ООН, покровителя океанов Льюис Пью. Он британец, но живет в Южной Африке, стране БРИКС. Он недавно делал заплыв в Антарктиде, это уникальный пловец, спортсмен. Вот. Он говорит, что я сам вижу, как даже в районе Антарктиды океан уже загрязнен, и как много гибнет там и пингвинов, и всякой рыбы, морских животных и так далее. Можно ли верить этой информации? Сейчас многие набрасываются на того, кто говорит что-то такое не очень приятное для слуха о состоянии природы, мира, на ту же Грету несчастную, которая, собственно, ничего не придумывает, а берет данные от ученых, вполне себе взрослых людей, на других. Этой информации можно верить, и я покажу чуть позже источники, которым можно доверять. Это в первую очередь ООНовские структуры, такие как IPCC, которая конкретно с официальными представителями всех стран и России, всех здесь присутствующих, лучшими учеными, анализирует состояние климата и выдает доклады. Поэтому вот эти вот прогнозы, там и увеличение на 1,5% температуры глобальной, и то, что мы уже превысили даже эти 1,5, это научная истина. И это очень серьезно, потому что это приводит к пожарам катастрофическим и у нас в Сибири, и в Бразилии, в Южной Америке, в Австралии. Сейчас Калифорния горит. Так не надо думать, что где там это Калифорния, в Америке. Дым уже достиг Европы. Дым калифорнийских лесов, пожаров достиг Европы. Вот, потому что у нас единая с вами атмосфера, и мы дышим единым воздухом. Нельзя гордиться и дышать кто-то чистым, а кто-то грязным. Поэтому нужны именно международные какие-то силы, институты, которые будут решать эту проблему. На сегодня просто государства, они ее не решают, потому что, в большинстве случаев, потому что каждый думает, чего я буду идти на какие-то ограничения, затраты, усилия, пусть другие, а я как-нибудь проскочу. Бизнес
по-прежнему мечтает о прибыли, везде думает о прибыли, IRR, NPV. Я сам это изучал, получал у меня образование, и ученая степень, и в этой сфере, в сфере девелопмента. Вот. Поэтому бизнес бы и рад, но если все будут по новым правилам действовать, потому что никто не хочет терять конкурентоспособность, очень мало таких. Но ООН, Организация Объединенных Наций, тоже особо надеяться не приходится. Мы работаем непосредственно с ООН, вот, и я там, мои дети, семья, структура, вот. Там много бюрократии, вот, но действия мало, потому что и полномочий у них мало, и финансов. Много делает, какая-то надежда есть на Евросоюз, на их Green Deal. Это очень качественно проработанная программа, Roadmaps, и там больше 1 триллиона евро финансирования. Но с Западом есть одна проблема, вот, с цивилизованными странами. Они в основном все решают, пытаются решать за счет техники. Вот, смотрите, так выглядел Китай, это туман, это не дым. 30-40 лет назад все ездили на велосипедах. Пришли туда западные страны, Европа, Америка, построили заводы Mercedes, BMW, Volkswagen, Ford и так далее. Теперь дороги китайские выглядят вот так. И там бывают пробки длиной больше 100 километров. Всего лишь надо было вот западным странам передовым подумать о последствиях. Потому что сейчас, наоборот, вся Европа и все развитые страны любят ездить на велосипедах. И выбирают те города, где можно ездить на велосипедах. Это лишь пример. Принцип, как работает. У стран БРИКС есть уникальный потенциал, возможность увидеть свое будущее и не пойти по плохому пути, а сразу действовать правильно. Это можно использовать и, например, с мусоросжиганием. Вся Европа уже отказалась, все уже себя натравили этим. Вот. А Россия и некоторые другие страны рассматривают, чтобы это строить. Вот. Не стоит этого делать, это будет ошибкой. И лучше нам учесть опыт тех, кто уже это прошел и отказался, и выходить сразу на верный путь. Вообще у стран БРИКС огромный потенциал. Я вот сейчас пролистну немножко, просто я родился и вырос, между прочим, в Сочи. Это ансамбль, в котором я играл в школьные годы. Мы вот так прямо у моря школа. Это мой сын, младший ВОН, выступает. Это вот разные наши мероприятия. Это вот тульский эколог крупный. Это все дипломаты знают, кто такой Орджоникидзе. Это я прокомментирую чуть позже. Вот Грета, знаменитая. Это бразильский, очень самоотверженный борец за спасение лесов, местное население. Это как фестивали проходят. И вот деревья, то, что я всей душой поддерживаю, то, что предложил Андрей, это то, что мы уже давно делаем и получаем огромное удовольствие. И теперь я к самому главному вернусь. Сейчас нет времени подробно это рассказывать, но для тех, кто еще с этими инструментами не знаком, по крайней мере, будет знакомство с ними. Так выглядит день долга Земли. Он есть по каждой стране. На сегодня, даже несмотря на COVID, который уменьшил поездки, всякие расходы, выбросы СО2, все равно день долга Земли 20 августа наступил. То есть мы
проели все, что нам на целый год было отведено, уже 20 августа. А сейчас мы до конца года будем есть то, что не нам принадлежит, а нашим детям. Вот Андрей сына привел, вот мы у них забираем. У меня тоже 4 детей есть, у всех, наверное, есть дети, внуки и так далее. Вот. Почему? Потому что мы очень много потребляем. Это подсчитано. Я 12 лет пришел в экологию, я до этого занимался бизнесом, наукой, далек был от экологии. Просто понял, насколько это важно, жизненно важная вещь. Вот. И вот как раз в сентябре 12 лет назад я инициировал создание комитета по эко-девелопменту. Это еще раньше, чем Гай, потом он приезжал ко мне за опытом, значит, потом создавал совет свой. Вот. И многие коллеги мне говорили: Валера, какая экология, нет проблем, все хорошо. Вот. Оказалось, что проблемы были, и за 12 лет мы продвинулись, но не сильно. И проблем не меньше, в целом по земле они нарастают. Поэтому нам нельзя расслабляться, нельзя думать только о бизнесе, только там о прибыли. Надо думать о разумном потреблении, о сокращении многое из того, что мы потребляем. Многое нам реально не нужно. Вот мы, например, в семье сократили несколько раз. У меня дети не покупают игрушек. Значит, мы раздельно ведем сбор мусора, не ездим на машине везде, всякий раз, когда можно, хотя у меня хорошая машина, значит, ездили на метро или на велосипеде. И все равно я посчитал, вот есть калькулятор, я о нем скажу, какой у меня углеродный след, сколько я потребляю. Оказалось, что если все потребляли бы на Земле так, как я, то нам надо было бы 2 планеты Земля. Но это очень мало. Вот, например, американец в среднем потребляет так, что надо 4,5 планеты Земля. А, например, в Арабских Эмиратах и в Саудовской Аравии 5 с лишним земель надо, чтобы, если бы все потребляли так, как там. То есть я снизил, но буду думать, как еще снижать. Вот. Но я уверен, что если любой здесь посчитает, то тоже будет не одна земля. И мы живем благодаря тому, что вот многие страны БРИКС, например, Индия, да и Китай пока еще, кстати, Южная Америка в этом отношении очень, мы должны благодарить и Эль-Сальвадор, и Бразилию, многие страны, потому что там вот особенно местные аборигены, они живут в гармонии с природой, вот то, о чем Андрей мечтает, они так живут. Так надо у них учиться. Это не мы их должны цивилизовывать, а мы с их помощью должны сами цивилизовываться. Именно вот в плане выживания, иначе мы просто не выживем. Ну, еще несколько источников покажу. Значит, вот что происходит с вымиранием видов на планете Земля. Это вот в Европе. Это так называемое 6-е вымирание. Вот на Земле за 4,5 миллиарда лет, за там, 4 миллиарда лет существования жизни, вот было 5 вымираний. Сейчас идет 6-е. Вот так вот сокращается, так в Европе. Такая картина. Значит, и это научные данные. Значит, вот здесь вот та самая IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, которая дает данные, что реально происходит с климатом, научные, достоверные данные. Сейчас очень много спекулирует. Кто-то говорит, да нет никакого потепления, нет никакого ковида там и прочее. Вот. Но есть все-таки наука, которая это точно фиксирует. Очень серьезные работы, которые можно доверять, дает Римский клуб. Эта организация, она не бизнес, она не политическая, ничего. Там просто эксперты, высшие мировые эксперты. Поэтому, если кто-то хочет понять, что на самом деле происходит, есть смысл почитать. Они и об экономике публикуют, говорят о том, что нам надо менять экономическую модель, должна быть не прибыль во главе, а выживание, устойчивое развитие, экологические параметры. Вот.
И я хотел предложить вот, по теме нашего заседания BRICS+, вот, чтобы на базе BRICS+, была создана ну, такой клуб эко-держав. Эко-держава – это не та, которая больше всего производит там, и прочее, а у которой самый большой экологический ресурс. Он в разных формах может быть. Может быть вот, в людях, которые умеренно потребляют, может быть в количестве лесов, может быть в количестве там, солнца и прочее, прочее. Вот. Но самое главное – это наличие желания и стремления у самих властей этих государств и людей, естественно, без их поддержки нельзя, делать что-то вот для экологии. Потому что если думать все время о прибыли, ага, ну сейчас экология модна, побежали на экологии зарабатывать бабки. Ничего не получится. Угробим окончательно, сами все помрем, детям не дадим. Это реально. Причем больше всех пострадают как раз люди богатые, состоятельные. Вот здесь вот явно не бедные все мы. Вот, потому что, ну, кто-то потеряет там хижину небольшую, а кто-то вообще там место на поляне. Вот. А у кого-то дворцы, парки, всякие поместья, там, яхты и все прочее, вот, окажутся бессмысленными, потому что ни в каком бункере, если даже просто вот в атмосфере нельзя будет дышать, а нам немножко для этого осталось, долго не усидишь. И что это за жизнь будет, если да, сидеть там в каком-то подземелье? Это совершенно не выход. Так вот, я думаю, сейчас в мире должны все больше как бы брать, ну, не хочу говорить власть, ну, в общем, больше оказывать влияние вот такие эко-державы. Россия, уж извините, все наши гости, но это самая крупная страна по территории, по количеству там, рек, озер. В одном Краснодарском крае, как Андрей посчитал, их 13 тысяч рек. А у нас еще сколько океанов, морей, один Байкал, чего стоит. И мы сейчас председательствуем в БРИКСе, поэтому у России тут особая роль и возможности, но и ответственность, кстати. Так вот, мне кажется, надо создавать какие-то вот Eco-Grade 7, Eco-Grade 20, такие, знаете, вот эти большая семерка, большая двадцатка. Сейчас не вот те, кто там традиционно должны определять тренды мировые, чтобы выжить, вот, а те, кто имеет больше экологический потенциал, от кого мы зависим. В свое время Махатма Ганди сказал, кстати, британцам, ушел, они говорили, давай мы у тебя там заводы построим, будем, значит, будем цивилизовывать тебя. Он говорит, что у тебя там, ну, Махатма Ганди, британцы говорят, что у тебя народ так живет, как нищие, там, ни дома у многих ничего. Махатма сказал, говорит, вы, говорит, молитесь на моих людей, на мое население, что они, как вы, не купили себе по машине, не построили себе по квартире и не стали есть там в 3 горла, как вы. Вот. Если бы это произошло, то мы бы уже сегодня с вами не могли существовать на этой планете. Вот надо вот эту парадоксальную вещь понимать. Вот. Ну, я уже заканчиваю. Еще раз спасибо организаторам. Я очень прошу все страны БРИКС об этом подумать, всех участников. Спасибо.